Здравствуйте, друзья! Сегодня мне из Китая пришла вот такая вот синяя коробка. Такая вот тоненькая. В этой коробке находится очень нужная вещь для моих котов. Это автоматическая кормушка. Итак, друзья, внутри синего пакета лежала вот такая вот коробка. Пришла эта посылка мне всего лишь за 6 дней. Я заказал экспресс-доставку с Алиэкспресс, поскольку сейчас отпуска и на работу иногда приходится выходить аж на целые сутки. И чтобы коты не съедали все сразу, что я им оставляю, вот пришлось купить кормушку, которая будет дозировать корм. И дело в том, что если им насыпать много корма, они все равно умудряются съесть за первую... Даже не половину, а за первые часа 3 дня. Кот у меня вечно голодный, он поскольку сидит на гормонах, и деваться мне некуда, надо как-то дозировать. Вот. Было два варианта кормушек. Одна кормушка была в виде такого котика, снизу из которого в определенное время высыпался корм. Специальный луч следил за количеством этого корма. Вот. Стоила она 5000, но я решил взять кормушку за 2500 рублей. И тут дело не в деньгах, а в простоте ее. Тут все настолько просто, что кормушка автоматически поворачивается по кругу в определенное время. И открывается ячейка, в которую вы сами положили дозу корма, такую, которую считаете нужным. Ну а теперь давайте смотреть. Вот я ее достал из коробки. Это обратная сторона. Тут даже собачка нарисована, якобы кормушка для собак. Но вообще это, конечно, кормушка для кошек. Сейчас я ее распакую, ребята. Ну что, вот так вот она выглядит. Вот ячейка номер 1. Тут циферка нарисована. Здесь должен быть пульт управления, на котором написано включить-выключить, настройки, плюс-минус. С обратной стороны, друзья, у кормушки отсек с батарейками. И в комплекте даже положена вот такая вот отверточка, чтобы отворачивать этот винтик. Вот тут даже стрелочка есть, где нарисовано Open Lock. И менять батарейки. Ну, сейчас ставим батарейки. Скорее всего, здесь вот такие вот пальчиковые батарейки, а не мизинчиковые. Ну, сейчас я это точно узнаю. Да, друзья, сюда вставляется 3 пальчиковые батарейки. Или же 3 аккумулятора можно купить, чтобы не заморачиваться с батарейками. Что не так и сложно. Сейчас ставим батарейки и потренируюсь ей пользоваться. Потом покажу вам, как она работает, как у меня будет кот есть. Я думаю, это будет многим интересно хозяевам животных. Особенно учитывая, что сейчас лето. Даже уехать на 2 дня на дачу, а кормушка на 6 кормлений. Ну а воды уже оставите в миске. Вода не проблема. Я думаю, воду кот вряд ли всю выпьет. А вот с кормом проблемно. Итак, 3 батареечки я установил. Сейчас завинчу крышку и приступим к изучению кормушки. Касаемо присланной инструкции. Автоматическая кормушка для животных. Pet Feeder. Еда для питомцев. Модель 4 PLDH 5001. Далее, по-русски не слово. Вот такая вот картинка идет. То есть показывает, что надо вращать. 1, 2, 3 и так далее секции. Все на английском, друзья. Переводить я не буду. Я лучше сейчас прочитаю, поскольку я не настолько хорошо знаю английский. Я его знаю, но как бы не для того, чтобы переводить, а для того, чтобы понять, что как делать. И все. На русском ни слова. Заодно и вам пригодится. Покажу, как ей надо будет пользоваться. Итак, первое, что написано, это просто откройте кормушку. Открыть это вот так вот с силой, ребята, вот эту вот штуку, она отщелкивается и просто вот так вот открывается. Тут вот смотрите внимательно, как оно потом крепится. Наверняка это все как-то более умно надо делать. Вот сама кормушка, и тут подписаны секции. 6 секций. Дальше. Повернуть.
А зачем повернуть? Да ладно. И сама эта штука тоже вынимается. Это чтобы ее разобрать целиком. Это понятно. Вот на дне есть вот такие вот зажимчики. Вот они. Это чтобы ее мыть. Вы ее поворачиваете вот против этих зажимов. И вынимаете кормушку. Тут все понятно. Для чего поворачивать. 3 зажима. Мне это пока не надо. Мне пока надо просто сюда насыпать еду и закрыть ее. Ну, предположим, еду мы насыпали. И опять же совмещаем вот так вот. Первое. И что? И вот так вот просто нажимаем, получается, ребята. Ну, не знаю, на как долго ее хватит-то на самом-то деле. Я думал, она как-то будет более умно открываться. Но не знаю, посмотрим. Окей. Включили. Сет. Плюс-минус. Это, наверное, через сколько часов. Сет. Тут вот написано. Нажмите On button. Ну, нажмите кнопку включения. Выберите часы, минуты. И когда, допустим, показывает 3 часа на LCD дисплее, то через 3 часа кормушка повернется. Ну что, была не была. Засыпаем кормушку дозами. Я начну со второй. Ибо первый открыт, какой смысл? Вот у нас такая мензурка есть. Это на 1 раз кормление для кота. Так, вот засыпал равным количеством корма. Эту оставлю пустую, поскольку кот недавно ел. И выставлю сейчас таймер. Через 6 часов пусть срабатывает. Через каждые 6 часов он у меня питается. Вполне нормально. 4 раза в день он у меня кушает. Итак, выставляем. Сет. Раз. Ну давайте сейчас 6 часов. Давайте первый раз ради интереса сделаем. Через час 20. Через час 20, чтобы он у меня поел. Просто посмотрим, сработает кормушка или нет. В конце концов, это же самое важное нам. Через час 20. И вот сет. Кстати, тут еще показывает индикация батарейки. Это очень круто, что не произойдет того, что батарейка сядет и кот останется голодным. Это вот прям очень важная функция, я считаю. Сейчас 18:43. Значит, в 8 вечера должен сработать таймер, и кот пойдет кушать. Вот и посмотрим, как все это будет выглядеть. Кот, конечно, уже орет, корм чует, но ничего страшного, переживет. Кормушка, конечно, вылитый робот-пылесос. Наверное, с роботом-пылесосом они подружатся. Кстати, корм не будет высыпаться никуда. Ну да, ребята, а вот таймер, кстати, вот обратно отчет пошел. Час 19 до поворота осталось. То есть вы можете посмотреть даже, через сколько времени таймер повернется. Так что все шикарно. Меня интересует другое. Автоматом он опять, допустим, на час 20 встанет. Иначе что получается? Только на одно кормление можно программировать. Тогда не очень большой смысл в этой кормушке будет. Ну что там по таймеру? Должно несколько минут остаться. Федь, отойди. Да, 4 минуты. Ладно, подождем. Посмотрим, что произойдет. Я даже крышечку вот эту вот закрывать не буду. Итак, друзья, осталось уже меньше 1 минуты до запуска этой чудо-кормушки. Посмотрим, что произойдет, скинется ли время. Ну, смотрим. Вот так вот кормушечка повернулась. А таймер, друзья, все отлично. Опять встал на час 20, как я его и ставил. То есть можно выставить, допустим, через 6 часов. И каждые 6 часов данная кормушка будет поворачиваться. Тут еще вот птички поют. Рассчитано, что коты к этому звуку со временем привыкнут.
Вот рыжий кот, конечно, сейчас все сожрет, свой корм. Ну, слушайте, в принципе, хороший выход, как оставление вашего питомца на 1 день и даже на 2 дня, допустим, сделать кормление 6 раз можно здесь. Ну, 1 открытый, да, то есть считайте, что на 5 раз на самом деле кормление будет. По сути, даже если 1 день 2 раза покормите и плюс утро, а 2-й день 3 раза, то 2 суток ваш питомец вполне выживет без хозяина в квартире и не будет голодать. Это, в принципе, прикольно. Вот такая вот чудо-кормушечка. В принципе, все, что я вам хотел о ней рассказать. Возможно, еще что-нибудь досниму. Комментируйте. Видите, как котик в своей манере достает на пол. Мне вот интересно только, что когда 2 кота, что делать? Включать ли? Плохо, конечно, что нельзя запрограммировать так, чтобы 1 поворот был и там через полчаса 2-й, а потом через 6 часов. То есть здесь только вот определенное время, которое выставите, через столько и будет поворачиваться. Все, всем пока, друзья.